Есть выражения, которые испанцы используют каждый день, а иностранцы либо их вообще не понимают, либо понимают, совсем не так. И когда ты начинаешь говорить именно эти фразы, испанцы сразу меняют к тебе отношение. Ага, он все знает, это наш человек. Сегодня я покажу тебе 10 живых выражений, которые делают тебя своим среди испанцев. Простой язык, реальные ситуации, примеры, и ты сразу начнешь говорить естественно. И, кстати, досмотри до конца. Там тебя ждет новый сюрприз, которого еще никогда не было на этом канале. Оля, я Наталья, живу в Барселоне уже почти 20 лет. И каждый день работаю с языком, культурой, людьми, иммигрантами, документами и вижу, где чаще всего русскоговорящие теряются в испанской речи. На этом канале я объясняю испанский язык так, как он звучит в жизни. И если ты хочешь понимать испанцев, а не только переводить слова каждый раз, как тебе что-то говорят, подписывайся и оставайся со мной. Итак, поехали. 10 испанских выражений, которые дают тебе плюс 100 к твоему статусу. Без зубрежки, без грамматического хаоса, только реальная живая речь. Некоторые звучат забавно, некоторые очень мило, а одну из них ты точно начнешь говорить сразу после этого видео. Поехали! Estar en las nubes. Это выражение ты услышишь в Испании, но буквально каждый день. Estar en las nubes – это когда человек витает в облаках. Отвлекся, ушел в свои мысли. Например, ¿me escuchas? ¿Ты меня слушаешь? Ay, perdona, es que estoy en las nubes hoy. Ой, прости, я витаю в облаках сегодня. Испанцы говорят это очень мягко, без какой-то там самокритики. Не «я туплю», а «я слегка улетел». И это звучит очень очаровательно. Настоятельно советую добавить это выражение, так как оно в разы повышает уровень вашего испанского языка. И вот бывает, ты уже не en las nubes, но в голове настоящий хаос. И для этого у испанцев есть свое идеальное выражение – tener un cacao mental. Моя любимая – tener cacao mental – это когда в голове какао, то есть полный бардак. Например, Tengo un cacao mental con este papeleo. У меня каша в голове от этой бумажной работы. Это суперживое выражение, испанцы говорят его, когда устали, когда информации много, когда мозг буквально плавится. И звучит это намного мягче, чем «я ничего не понимаю». Ты показываешь, что запутался в ситуации, что тебе нужно разложить мысли по полочкам, и при этом не обвиняешь собеседника. Но в Испании каша в голове долго не длится. Здесь очень часто сразу наступает другое состояние, которое лучше всего описывает именно следующая фраза. Estar a tope. Estar a tope – это когда ты загружен по полной, работаешь на максимум, без пауз. Испанцы используют это всегда. Работа, учеба, дедлайны, даже вечеринки и встречи с друзьями. Esta semana estoy a tope. На этой неделе я прям на максимуме, вся загружена. Это слово передает ритм современной Испании. Быстро, активно, но с удовольствием. И оно намного мягче и человечнее, чем «я занята, не трогайте меня вообще». Но если человек долго был a tope, то концовка практически у этой ситуации всегда будет одна. Estar hecho polvo. Estar hecho polvo буквально значит быть превращенным в пыль. Красиво, да? Точно? Еще как. Смотрите, это идеальное испанское описание состояния «я больше не могу». Например, después de trabajar todo el día, estoy hecho polvo. После всего дня работы я просто разбита. Фраза эмоциональная, но при этом мягкая. Ты говоришь честно, но не драматично. И вот когда человек está hecho polvo, ему, конечно же, никуда не хочется идти. Особенно, если сама по себе ситуация вызывает уже неловкость. Dar corte. Dar corte – это вызывать стеснение либо неловкость. Испанцы используют это вместо стыдно, неудобно или мне неловко. Например, me da corte preguntar. Мне неловко спросить.
Очень важная культурная деталь. Испанцы не любят прямого «мне стыдно». Звучит слишком жестко. А вот dar corte – это мягко, по-людски и абсолютно по-испански. И иногда это стеснение заканчивается очень по-испански. Quedarse frito. Quedarse frito – это буквально отрубиться, резко уснуть, то есть внезапно. И да, испанцы говорят именно frito – жареный. Me he quedado frito viendo la tele. Я отрубился, пока смотрел телевизор. Это такое теплое домашнее выражение, очень бытовое и очень живое. Но не волнуйся, испанцы не только отрубаются, они еще умеют отдыхать так, как это умеют делать только они. Estar либо ir pedo. Да, это очень разговорное, и да, так говорит большинство. Estar pedo или ir pedo – это быть пьяным. Смешно, конечно. Испанцы мастера подшутить над кем-то. Ayer fui pedo a casa. Вчера я пришел домой пьяный. Очень важно, это не грубое слово, это дружеское, юморное и очень по-своему. И оно отлично работает, если хочешь звучать как адаптированный в Испании. Но, к счастью, испанцы не всегда van pedo. Иногда же они наоборот. Отпускают ситуацию и просто наслаждаются моментом. Dejarse llevar. Эта фраза одна из самых красивых в испанском языке. Dejarse llevar значит позволить себе расслабиться, плыть по течению, дать ситуации идти самой. Испанцы говорят это очень часто, потому что это настоящий стиль жизни здесь. Как используется это грамматически? Простым языком конструкция всегда одна и та же. Dejarse плюс глагол llevar. Иногда мы добавляем предлог por, но это не всегда, так как все зависит от контекста. Se не переводится, просто указывает, на кого направлено это действие. Пример простой формулы. Yo me dejo llevar por. Él se deja llevar por. Nos dejamos llevar. Очень легко, звучит мягко и естественно. И вот примеры, которые используют сами испанцы. Про настроение. Hoy me dejo llevar. Сегодня я просто плыву по течению. Про эмоции. Se dejó llevar por la emoción y dijo que sí. Он поддался эмоциям и сказал «да». Про отпуск либо отдых. En vacaciones me encanta dejarme llevar. В отпуске я обожаю ни о чем не думать и просто расслабиться. Либо же, когда мы говорим про жизнь в целом. A veces hay que dejarse llevar un poquito. Иногда нужно просто позволить себе расслабиться. Почему это делают испанцы? Да потому что это про их философию. Жить моментом, чувствовать, наслаждаться жизнью, а не контролировать все везде и всегда. И когда ты используешь эту испанскую фразу, испанцы буквально чувствуют, что ты понимаешь их культуру, их настроение, а не только знаешь сам язык. А бывает и наоборот, когда ты не просто расслабляешься, а наоборот включаешься в режим. У испанцев есть и другая фраза, которая описывает именно это. Estar en modo. Estar en modo – это объяснить свое состояние буквально одним словом. Испанцы обожают это использовать. Estoy en modo ahorro. Estoy en modo vacaciones. Estoy en modo madre. Ты создаешь картинку одним словом, и это звучит супер по-испански. И, наконец, фраза, которая объясняет 80% испанского характера. И то, как они улыбаются, веселятся, злятся и вообще чувствуют себя в моменте. Tener buena, либо mala leche. Tener buena leche – быть в хорошем настроении. Tener mala leche – быть в плохом настроении. И да, дословно это означает иметь хорошее либо плохое молоко. Испанцы не скажут прямо «он злой». Они скажут «tiene mala leche hoy». И звучит это намного мягче, с юмором. Испанцы вообще любят описывать эмоции метафорами. Это красиво и точно. И как ты уже понимаешь, это испанский, не испанский из учебников, потому что ты там этого не найдешь. Это реальная жизнь, реальные ситуации, реальные эмоции и ощущения людей. Это нельзя описать ни в одном учебнике.
Именно этому я и учу на своих уроках испанского языка. У меня есть индивидуальные и групповые занятия. Кому интересно, пишите, а все ссылки вы видите сейчас на экране. И как вы догадались, это всего лишь маленькая часть испанских выражений, которые в жизни испанцы используют каждый день. И если ты хочешь еще больше таких живых примеров, у меня для тебя есть сюрприз. Я подготовила PDF-файл с расширенной версией именно этих выражений, с переводом, объяснениями и 3-5 примерами, как их использовать. Ты можешь скачать его бесплатно, просто напиши под видео в комментариях «Хочу еще», и я скажу, как тебе и где его скачать. И скоро еще выйдет один подарок. Я готовлю праздничный набор испанских поздравлений, красивых, естественных и очень теплых. Не скажу когда, но это будет приятно и полезно, особенно для тех, кто живет здесь, в Испании, либо только переехал и хотят поздравить своих знакомых испанцев с этими рождественскими праздниками. Поэтому самое время проверить вашу подписку и включить оповещения. Сегодня вы узнали 10 выражений, которые испанцы используют каждый день и которые помогут тебе звучать естественно, уверенно и по-испански тепло. Если ты хочешь понимать глубже язык и самих людей, оставайся со мной. Новые видео здесь выходят каждый вторник и пятницу, поэтому подписывайся, ставь лайк и оставляй свой комментарий, какая фраза тебе понравилась больше всего. А на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч в эфире. Hasta pronto!